Всем привет, меня зовут Вальдемар фон Глобин, и вы на канале Аргентина Лайф. И это первая серия большого выпуска про путешествие по Южной Америке. Мы собираемся преодолеть 11 тысяч километров, путь от Буэнос-Айреса до экватора и обратно. Мы собираемся это сделать с двумя маленькими детьми. В рамках нашего путешествия будет пересечение Анд и долгий-долгий путь на север вдоль Тихого океана. Ну а наша первая точка – это Северная Аргентина и прекрасная Сальта. Оставайтесь на канале, будет очень интересно. Погнали! Сальта ла Линда, что в переводе с испанского переводится как «Сальта прекрасная». Такое название город получил благодаря великому архитектурному наследию и природным красотам, окружающим город. Давайте посмотрим, как это выглядит. Сальта, город на северо-западе Аргентины с населением 500 000 человек, является 8-м по величине городом страны. Датой основания считается 1582 год. Hola, Филипп. Испанцы основали его для колонизации региона и обеспечения транспортного коридора из Перу в Буэнос-Айрес. Маленький поселок довольно быстро развился в процветающий город, чему способствовало его выгодное расположение между двумя центрами испанской колонизации. На сегодняшний день сохранилась значительная часть колониальной архитектуры того времени. Собор Святого Франциска – самая старая церковь города. Строить здание начали еще в далеком 1625 году, однако свой окончательный вид оно обрело лишь в 1870. Храм славится статуями Христа Чудотворца и Девы Марии. Считается, что они исцеляют болезни. В ходе войны Аргентины за независимость от Испании город стал военным и стратегическим центром между Перу и Аргентиной. Именно тут в 1813 году аргентинские войска под командованием Мануэля Бельграна одержали одну из решающих побед над испанцами. А вот очередной пример того, как в Аргентине сносят исторические здания и возводят новострой. Все это выглядит очень печально, потому что здание это было когда-то очень-очень красивым. А теперь это груда камней. Вот это хочешь? Да! Мы еле-еле загрузились нашим семейством в этот фуникулер. Вместе с коляской нашей. Вместе с коляской. И едем на смотровую площадку. Филь, тебе нравится? Да! Да! Колясь, привет. Колясь, а тебе нравится? Да! добрались до вершины. Сейчас увидим все красоты Сальты.
Супер! Мы в прекрасной Сальте поднялись на фуникулере только что наверх. Детям до 6 лет бесплатно, для взрослых круговой 3000 песо. Скажи, мы в Сальте. На сегодняшний день Сальта является популярным туристическим центром, а также одним из основных винодельческих регионов Аргентины, о котором я расскажу чуть позже. Погнала осматривать достопримечательности Сальты, да? Город находится в зоне субтропического климата, поэтому резкие перепады температур в разное время суток здесь не редкость. В летний период столбик термометра днем достигает 38 градусов тепла, а в зимний период 20 градусов. Мы приехали в Сальту в июле месяце, и днем было очень комфортно, а порой даже жарко. Сезон дождей тут проходит в период с декабря по март. Мы находимся в каньоне Кебрада де лас Кончес, что недалеко от города Кафаяте. В пригороде Сальты есть немало интересных мест, которые обязательно нужно посетить в рамках поездки в эту провинцию. Например, ущелье де лас Кончес или ущелье Раковин. Достопримечательность находится на юге провинции между Сальтой и Кафаяте. Это природное образование, возникшее в результате тектонической инверсии. Среди туристов это место известно как ущелье Кафаяте. Кальчаки – это целая система долин и горных массивов на северо-западе Аргентины. Эта территория считается одной из самых красивых и впечатляющих туристических мест страны. Протяженность этого региона с севера на юг составляет 520 километров, пересекая центр провинции Сальта и западную оконечность Тукумана. В этом месте можно увидеть самые разные геоформы, такие как глотка дьявола или амфитеатр, которые поражают своей особой конфигурацией. Скалистые образования относятся к меловому периоду. Раньше, когда климат был более влажным, эти образования представляли собой водопады с пресной водой. Здесь находится множество окаменелостей. Есть слои морского и континентального известняка. Не редкость тут и следы динозавров. Идем смотреть амфитеатр. Амфитеатр представляет собой естественный скальный свод высотой более 20 метров с прекрасной акустикой. В зависимости от солнечного света в амфитеатре его красноватые тона меняются с интенсивно красного до коричневого, а порой и розового. И сейчас я, друзья, иду прямо в глотку дьявола. Сейчас я вам ее покажу.
Пунта 40 очень популярна среди байкеров. И у всех этих клубов есть свои наклейки. И вот они по пути их клеят куда ни попадя. Вот один из примеров. Поднимаешься, поднимаешься, все выше и выше. Чтобы увидеть что? Сейчас я вам покажу, что. Позади меня долина кактусов. Кактус кордон. Кордон — обобщенное название колоновидных кактусов, а если по-научному, этот вид кактуса называется Echinopis atacamensis. Кора кактуса покрыта шипами, которые похожи на золотые иглы. Длина шипа может достигать 30 сантиметров. Средний рост кордона составляет от 1 до 5 сантиметров в год. И только когда они достигают полувека жизни, они могут начать производить белые цветы, которые увядают через несколько дней. Некоторые из них достигают, кстати говоря, 10 метров в высоту. Мы с вами находимся в городе Кафаяты, что расположился на высоте 1700 метров над уровнем моря. Это второй по количеству и сосредоточению винных бодег регион в Аргентине. Пойдемте посмотрим его. В далекие времена север Аргентины населяли индейцы Колчакис. Отсюда и название долины, в которой расположился город Кафаяты. Название поселения переводилось как «погребение скорби», как будто сама судьба дала название этому месту. На момент прибытия конкистадоров Колчаки насчитывалось 450 тысяч человек, а к середине 17 века их осталось всего лишь 20. Вот уж действительно геноцид, о котором современники не желают вспоминать. Город Кафаяты основал полковник Мануэль Фернандо де Арматуру в 1840 году. Сегодня Кафаяты – самый важный туристический город в долине Колчакис. Он по сей день сохранил колониальную архитектуру, узкие мощеные улочки, католическую церковь и аккуратные уютные домики. Численность Кафаяты на сегодняшний день составляет порядка 12 тысяч человек. Основная часть населения занята работами на окружающих город винодельнях и обслуживанием в сфере туризма. Город является столицей винного туризма провинции Сальта. Прямо по центру проходит знаменитая рута Кварента, которая является аналогом американской Road 66. Именно в этом месте она получила еще одно название – Wine Road, что переводится как «винная дорога». Путешествуя по долине, проезжаешь десятки километров бесконечных виноградников. Виноградники в долине расположены на разных высотах – от 1700 метров до 3100 метров. В результате чего один и тот же сорт по-разному развивается в зависимости от высоты. Кафаяты является одним из самых высокогорных и лучших винодельческих регионов мира. Несмотря на близость к экватору, именно высота и уникальный природный ландшафт делают этот регион пригодным для выращивания винограда. Из-за большой высоты виноград, произрастающий в долине, получает интенсивную порцию солнечного света, что приводит кожуру винограда к значительному утолщению. Несмотря на то, что дни яркие и теплые, в условиях пустынного климата ночи могут быть очень холодными, что приводит к удлинению вегетационного периода, а в конечном итоге к сбалансированной структуре.
Несомненно, на вкусовые качества винограда оказывает огромное влияние теруар региона Кафаяты. Почвы тут в основном состоят из мелового суглинка, а некоторые участки и вовсе довольно каменистые. В Кафаяте преобладает пустынный климат. Сухая почва питается в основном талой водой из Анд. Это вызывает стресс у лоз, и она дает значительно меньше растительности и меньше винограда. Мы находимся в долине Кальчаки, Бодега Пьетелли, основанная в 2009 году переселенцами из Европы. На сегодняшний день эта винодельня принадлежит более 200 гектаров виноградников. Процесс создания вина здесь довольно аутентичный, с минимальным вмешательством в процесс брожения. Девиз этой семьи, которая создала эту бодегу: «Мы даем винограду говорить самому за себя». История бодеги начинается в 2003 году, когда Джон Малинский приезжает по делам в аргентинскую Мендосу. Он влюбляется в этот край и приобретает винодельню у тосканца по фамилии Пьетелли. Очарованный историей этой семьи и в силу своего романтического духа, Джон решает сохранить в названии фамилию Пьетелли. Комментируя это следующей фразой: «За всем стоит история». Чуть позже, начав производство вин в Мендосе, он узнает о высокогорном регионе Кафаяте, и уже в 2009 году он покупает поместье в верхней части долины и начинает строительство винодельни. Строительство началось в 2009 году, а производственные мощности были открыты в 2012 году. Центр гостеприимства, включающий все удобства, был открыт на год позже. Одна из самых красивых виноделин в Кафаяте с потрясающей архитектурой, которая кажется восхитительной смесью колониального периода и современной Аргентины. Помимо того, что винодельня Пьетелли является одной из лучших в регионе Кафаяты, здесь также есть гостиничный комплекс с достаточно приличным номерным фондом, стоимость порядка 40 тысяч рублей за ночь. Также здесь есть ресторан высокой кухни, в который обязательно нужно записываться заранее, за 2-3 дня можно получить турно. Также винодельня предоставляет возможность поохотиться, насколько я понимаю, то ли на оленей, то ли на зайцев, но так или иначе, какая еще винодельня может предоставить такие услуги? А здесь это есть. Помимо обширного спектра услуг, для посетителей винодельня включает в себя цеха для обработки винограда, залы с всевозможными емкостями для брожения винограда и, конечно же, погреба для хранения бочек. Территория винодельни расположилась на склоне холма, она усыпана цветочными садами и фонтанами. Отсюда открывается захватывающий вид на долину с виноградниками. Мы находимся на бодеге Эль Эстека. Это одна из самых крупнейших виноделин в Кафаяте и один из самых крупных экспортеров вина. Винодельня Эль Эстека обладает около 700 гектарами земли, на которой выращивается виноград разных сортов, из которых в дальнейшем делается вино. А также помимо винодельни здесь тоже есть ресторан и классный отель с бассейном, в котором можно остаться на пару ночей и насладиться прекрасными пейзажами и вкусом потрясающего вина, что мы, собственно, и сделали. Винодельня была основана в 1892 году французскими братьями Давидом и Сальвадором Мишелем. В этом нелегком деле им помогала жена Давида, итальянка по происхождению Габриэль Торино. Винодельня Эль Эстека была одной из первых, кто начал экспортировать на международный рынок аргентинские вина сорта Тарантес. Сегодня винодельня принадлежит группе Пеньяфлор, которой также принадлежит известная на весь мир бодега Трапичи, о которой я рассказывал в выпуске про Мендосу. Вот эти бандиты собираются нарвать апельсинов. На сегодняшний день аргентинские вина завоевывают самые высокие награды, а винодельни занимают самые высокие места в топах лучших виноделин мира. Согласно рейтингу World's Best Wine Yards 2023, 3 аргентинские винодельни попали в первую десятку, а одна из них под названием Катена Сапата и вовсе заняла первое место. Ура! Апельсин у нас! Супер! Класс! Кушай сам. А в Кафаяте практически при всех крупных бодегах есть свои собственные отели. Причем отели действительно крафтовые. Сейчас я вам покажу один из таких отелей.
При винодельне также есть роскошный винный отель «Патио», расположившийся прямо среди виноградников. Отель построен в мавританском стиле. В знойные дни можно отдохнуть от изнуряющего высокогорного солнца в тени цитрусовых деревьев, что растут во внутренних двориках отеля. На букинге стоимость номера в отеле начинается от $200 США за ночь. Но если платить на месте в аргентинских песо, то выйдет почти в 2 раза дешевле. Не забываем про двойной курс обмена в Аргентине. В наших путешествиях по стране этот момент помогает значительно экономить на стоимости отеля. Я, как обычно, со своим выводком утят иду за вином. Да. Винодельня представлена широким ассортиментом вин, включая красные, белые, розовые и игристые вина. Все эти вина можно попробовать, посетив винодельню или остановившись на ночь в отеле, о котором я рассказывал ранее. Олеся не очень довольна тем, что папа долго дегустирует вино. Тем временем тут уже выстроилась очередь из желающих тоже попробовать. Ну? Гарначо. Гарначо? Это что? Сорт винограда? Не пробовал. Значит, нужно вынуть карту, вставить, и после этого так. Нас прекрасен. Си. Сколько стоит дегустация? За бокал 200 песо. Ну? Итак, What kind? Шардоне. Пока не понимаю, какого года. Подожди, понимаю. 2020-го. Первый нос прекрасен. Что, я считаю, что шопинг удался. Мы уезжаем с Бодеги Эль Эстеко с 2 пакетами вина. Напробовались, надегустировали, счастливо едем домой. Друзья, на этом первый выпуск большого путешествия по Латинской Америке подходит к концу. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск, в котором мы будем штурмовать Анды. Получится у нас это или нет, вы увидите совсем скоро. Но с вемос, амигос, всех прижал к сердцу.